Державшая на руках ребенка акушерка не сводила с него глаз и с восхищением повторяла: «Ну просто ангел! Просто ангел!» Для семьи Петровых рождение четвертого ребенка оказалось поистине счастливым событием, благодаря которому им наконец-то дали четырехкомнатную квартиру. И да, это наконец-то был долгожданный мальчик. А через несколько дней глава семейства неожиданно получил повышение по службе, что очень положительно отразилось на благосостоянии семьи. С рождением сына в жизни Петровых чуть ли не каждый день стали происходить приятные события. Все семейство связывало это с рождением малыша. Мальчик был настолько хорошеньким, что, глядя на него, невольно возникал образ ангелочка. Не хватало только крылышек. Он никогда не капризничал и не плакал. Старшие сестры души в нем не чаяли и проводили с братом все свое свободное время. Ребенка назвали Григорий, но в семье все звали его Ангел. Начиная с 2 лет на вопрос «Как тебя зовут?», он неизменно отвечал «Ангел», а на вопрос «Где твои крылья?», малыш серьезно говорил «Я же еще расту. Когда вырасту, вырастут и крылья». Шло время. Григорий окончил школу с отличием и поступил в авиационное училище. Он с детства грезил полетами и говорил, что его дом – это небо. Парень всегда был душой компании. Он обладал какой-то притягательной силой. Рядом с ним всегда было много народу. В его присутствии никто никогда не ссорился. Однажды на танцах бывшая одноклассница познакомила Григория со своей подругой. Ее звали Люба. Им хватило одного взгляда друг на друга, чтобы понять, что их встреча не случайна. После этого вечера молодые люди уже не расставались. Однажды Люба спросила у Георгия, почему его все зовут Ангелом. Георгий рассказал, что после его рождения в семье произошло много радостных событий. Родные считали, что это он принес им удачу, поэтому стали называть его Ангелом. Но в то же время он с самого рождения знает, что он на самом деле и есть ангел, ангел-хранитель. Григорий увлеченно рассказывал девушке, что ангелы рождаются на земле у обычных людей. Ангел живет среди людей, пока его не призовут. У каждого ангела свой срок. Получив крылья, ангел становится невидим для людей. Во время жизни среди людей ангел должен выбрать человека, чей он будет ангел-хранитель. И перед тем, как приступить к своим обязанностям, ангел должен произнести «Я всегда рядом». Григорий во снах всегда видит себя ангелом с большими белыми крыльями. Ощущения полета настолько реальны, что, просыпаясь, он сомневался, было ли это сном. Летя с огромной скоростью, он реально ощущал, как встречный поток воздуха бьет ему в лицо и треплет перья на крыльях. Во время полета душа его ликовала от полной свободы. Проснувшись, Григорий мечтал только об одном – скорее бы пришло его время, и он наконец-то получит крылья. Немного помолчав, Григорий тихо добавил: «Ты можешь уйти вместе со мной в небо, когда придет мое время, если захочешь», и, засмущавшись, он замолчал. Девушку развеселил рассказ Григория, Люба рассмеялась и сказала, что в небо ей пока рано, у нее больная мать и младший брат, кто о них позаботится. И вообще, он неправильно выбрал профессию, ему надо быть не летчиком, а сказочником. Однажды вечером, провожая Любу домой, Георгий всю дорогу молчал и о чем-то напряженно думал. Когда они подошли к ее подъезду, Люба прижалась к нему и спросила: «Ты чем-то расстроен? Мне не хочется с тобой расставаться, но мне пора уходить». «И мне не хочется, но уже поздно, да и мама сегодня что-то себя неважно чувствует». Он поцеловал Любу нежно в губы и сказал: «Помни, я всегда рядом». Григорий ушел, помахав на прощание рукой. Любу вдруг охватило чувство надвигающейся беды. Она с трудом поборола желание побежать за Григорием. Она открыла ключом дверь в квартиру и вошла. Мать сидела на полу возле кровати и держалась за сердце. «Скорую, скорей, доченька». Люба выскочила на улицу, судорожно вспоминая, что ближайший телефон-автомат на соседней улице рядом со сберкассой. До автомата оставались считанные метры, как вдруг из дверей сберкассы выскочили 2 мужчин, один с большой сумкой, в руке второго был пистолет. «Вали ее!» – заорал детина. «Нам не нужны свидетели!» От неожиданности Люба остановилась, тело перестало ее слушаться, она как будто провалилась в вату, все вокруг происходило как при замедленной съемке. Рука с пистолетом медленно поднялась, ствол мучительно долго смотрел ей в лицо. Люба закрыла глаза, раздался глухой звук выстрела. Девушке казалось, что прошла уже вечность, но ничего не происходило. Она открыла глаза, перед ней на земле лежал Григорий. На рубашке в области груди медленно расплывалось кровавое пятно.
Люба не помнит, как опустилась на землю. Она очнулась, сидя на земле. Голова Григория лежала у нее на коленях. Девушка не знала, сколь времени провела в оцепенении, и только чей-то крик, медленно приближающийся, вывел ее из этого состояния. Кто-то кричал все громче и громче, и вдруг Люба осознала, что это кричит она, кричит ее душа. «Нет, любимый, нет!» Григорий открыл глаза и, улыбаясь, что-то прошептал, но Люба не расслышала его слов. Его голубые глаза смотрели на нее с нежностью, но сердце уже не билось. Народ уже разошелся, Люба осталась одна. Дул холодный осенний ветер. Она стояла у могилы с закрытыми глазами, не в силах заставить себя пойти домой. Вдруг девушка почувствовала, как кто-то нежно провел рукой по ее волосам. «Григорий!» — вскрикнула Люба. И открыла глаза, но рядом никого не было. Только белое перышко медленно парило прямо перед ней. Люба подняла руку, и перо мягко легло в ее ладонь. Она прижала его к груди и закрыла глаза, слушая в шуме ветра тихий, нежный шепот Григория. «Я всегда рядом, любимая». Я ветром летать мечтал над землей и в облаках просыпаться, но ты не хотела в небо со мной, я не мог остаться. Разошлись наши с тобою пути, мы больше не сможем встречаться. Я должен в небо уйти, ты на земле остаться. Я ангелом буду охранять твой покой, я ангел-хранитель, и я только твой. Я буду рядом за твоею спиной, тебе нечего больше бояться. Я укрою крылом и тебя, и твой дом, но мы больше не сможем встречаться. Я должен в небо уйти, ты на земле остаться. Ангелы рождаются все на земле, в семьях обычных людей. Время придет, Господь призовет, скажет мне крылья примей. Но крылья одев, я невидим для всех, мы больше не сможем встречаться. Я должен в небо уйти, ты на земле остаться. Вот и время пришло, мне пора уходить. Как же больно с тобой расставаться. Пойдя с желаний своих, они могут иногда исполняться. Я крылья свои наконец получил, но мы больше не сможем встречаться. Я должен в небо уйти, как бы хотелось остаться.